Всем доброй ночи. Итак, друзья мои, хочу вам подарить заговор, который поможет вам быстрее накопить на свою мечту. Собственно говоря, это денежный заговор, но на желание. Так правильнее, да. Это призыв 4 магов. Хочу сказать для тех людей, которые называют себя магами. Ну, например, там маг Наташа, маг Елена, маг Кристина, еще как-то по-другому. Значит, уважаемые, дорогие люди, маг – это жрец. Жрец – это мужчина. Маги, друиды, значит, жрецы определенных культов. На Востоке их называли моги. Например, у армян магия – это могутюн. Жрецы или маги культа Вуду, колдуны, маги культа Вуду и так далее. Маг может быть только мужчина. И поэтому люди, которые себя магом называют женское имя, собственно говоря, женщинами являются по принадлежности к полу. Это люди, которые понятия не имеют о магии. Ну, прочитали где-нибудь, вроде красиво звучит, маг. Вот они себя и называют. Магом может быть только мужчина. Вот, собственно говоря, что я хотела сказать. Дальше поехали. Здесь мы с вами вызываем силу, сущность магов. Хочу вам сказать, что призывы магов или в ритуалах, в заговорах, вот приведенные такие, приведенные призывы, зазывы именно касаемо магов, они, ну, не скажу, что часто встречаются, но в древние времена нередко встречались. Обращение к силу мага дает определенный результат. Как-нибудь я сниму более так, может быть, подробно. Мне кажется, все темы уже обсудила, но есть еще темы, которые можно обсудить. Обсудим постепенно. Итак, раз в день, неважно какой день, луна не имеет значения, день или ночь, это на будущее, если я не называю ни луну, ни день, ни ночь, значит, оно не имеет такой важности, да? Поэтому не нужно спрашивать. А вот луна, вот еще... Если бы это было важно, я бы сказала. Раз я это не подчеркиваю, значит, это не важно. Не важно не в том смысле, что это не имеет никакой важности. Нет, в этом ритуале оно не играет роли особой. Пока ваша мечта не исполнится, а оно исполнится в ближайшее время. Вот возьмите такой момент в своей жизни и раз в день, в течение определенного времени, произносите этот заговор. И за короткое время вы накопите ту сумму, которая поможет вам исполнить вашу мечту. Ну, предположим, вы хотите, например, купить мебель, новую мебель. Да? Вот вы посмотрели, знаете примерно, сколько стоит. Вы каждый день становитесь посреди комнаты, поворачиваетесь на все 4 стороны света. По одному разу читать этот заговор, четко называя свое желание и четко называя сумму. Можете чуть больше назвать на всякий случай, которая вам нужна для того, чтобы вы получили это желаемое. Почему нужно четко называть, объясняю. Вот в этом случае вы должны силам дать понять, что конкретно вы хотите приобрести, чтобы они знали, на что вам дают эту сумму денег. Это намного быстрее иногда получается, чем просто вот попросить деньги и так далее. Да? Когда вы вот знаете 100%, что именно вам нужно и сколько это стоит, вот эта четкость, ясность, она работает как бы
на вашей стороне. И быстрее это получается. Духи сразу понимают, что от них вы хотите. Итак, вот вы посмотрели мебель, вам нравится. Вот эта мебель дома, не знаю, на одну комнату вы хотите вот поменять комнату. Да, она стоит, предположим, 300 тысяч. Возьмем такую хорошую мебель. И вы говорите, исполните мое желание. Я здесь просто приведу место, потом объясню, когда прочитаю заговор, вы поймете, в каком месте эти нужно говорить. Исполните мое желание. Вот там. Хочу новую мебель. Дальше. Поможете мне нужную сумму назвать. Поможете мне, значит, 300 тысяч отыскать. Отыскать или собрать, оно собирается отыскать. То есть найти возможности их собрать. Потому что на вашу мечту нужна такая-то сумма. Ну, и что еще, предположим? Вот новую машину хотите купить, еще одну, если у вас есть, скажем так. Вот, называйте. Исполните мое желание. Хочу купить, называйте марку машины. Какая машина? Вот марку машины. И даже если назовете подробно, легковая эта машина, или джип, или вездеход, как там называется? Немножко по-другому называются они. Ну, вездеходки, да, но как-то по-другому я уже забыла. То есть называйте. Вот мне нужна машина, ну, предположим, Lexus, джип. И говорите, помогите мне, назовите сумму, сколько стоит Lexus. Ну, если такой более-менее новый Lexus, да, сейчас в наше время, не прям новый, а вот, ну, подержанный несколько лет, 5-6 миллионов называйте. Да, они сейчас так стоят, дорогие машины. Помогите мне собрать 6 миллионов. Но хочу вам сказать еще одно. Духи любят людей, которые, собственно говоря, нет, не нужно быть скромными. Позвольте себе хотеть больше. И обязательно для Вселенной нет трудностей, нет никаких проблем вам перетянуть, привести в вашу жизнь то, что вы хотите. Но вы должны понимать, что ваши возможности, да, должны совпадать иногда с вашими желаниями. Если вы, например, ничего не хотите сделать больше, и вы готовы идти только там торговать в киоске, просто сидеть за определенную зарплату, и вы хотите Lexus за 6 миллионов, у вас, может, и будет Lexus лет через 20. Понимаете? Но вам же не так нужно. Вот о чем я говорю. Начните с малого, пока попросите велосипед, а потом дальше. И учтите, духи дают тем людям, которые готовы вкладывать свое время, силы, энергию. Да? Вы платите временем, силой, энергией, вам дают деньги, возможности и достаток. Я уже сколько раз говорила и повторяюсь, опять пишется внизу и пишется, вот ваши ритуалы, а как нам, пенсионерам, быть, а нам, пенсионерам, что делать? Послушайте меня, вот я, например, знаю пенсионеров, которые открыли в Ютубе канал и ведут просто свой блог и рассказывают, просто рассказывают из своей жизни. И этим людям отправляют деньги. Я знаю пенсионеров, которые показывают, как на даче нужно что делать, торгуют там семенами и все прочее. Я знаю пенсионеров, которые содержат коров, коз, и они этим зарабатывают дополнительно. Понимаете? Вот вы как так в упрек ставите, а вот нам, пенсионерам, что делать? Вот вы говорите, а нам где вот такие деньги? При желании даже на пенсии человек может заработать. Ведь на пенсию уже вы не 80 лет уходите, правда? Вы еще довольно молодые еще. У вас полно сил. Почему бы, очень много различных способов заработать в наше время особенно. Есть люди, которые начинают вязать, есть люди, которые начинают заниматься там ногтями, волосы стричь. Очень много различных аспектов, где можно заработать деньги. Пожалуйста, не нужно вот эти претензии предъявлять. Вы сами должны думать,
какой источник денежный для себя открыть. Не предъявляйте эти претензии. Никто не обязан за вас думать, переживать, еще и чувствовать себя виноватыми. Вот а нам что делать? А вот мы на ставку, а нам-то что? А нам это не для нас ничего не даете. Послушайте, я отдаю эти работы для всех. Ты хочешь заработать? Начни печь торты. Я знаю женщину, которая и до пенсии, и вышла на пенсию еще больше, она занималась этим. Она пекла торты по заказу. Замечательные торты, у нее времени не было вообще. И она зарабатывала такие достаточно хорошие деньги. До такой степени, что могла купить машину для сына, внуку дачу купила, подарила и так далее. Понимаете? Вот такие вот пенсионеры тоже существуют. Пенсии вообще начали выплачивать не очень-то давно. Собственно говоря, пенсии ни у кого не было никогда вообще во всех странах. Это потом назначили. Петр Великий назначил для ветеранов войн, то есть Полтавской битвы и так далее, после, небольшая помощь семьям и этому человеку. И то тем, который был искалечен войной. А вообще никто не платил. Люди как-то жили, понимаете? Поэтому будьте добры. Если вам это не нравится, вообще не смотрите ни мой канал, ни мои работы. Я их дарю для разумных людей, и не надо мне свои претензии предъявлять. Что вот вы даете, а у меня ставка, а я-то что сделаю? Я не знаю, что вы сделаете. Подумайте, какой еще источник дохода вы можете для себя открыть. Итак, начнем. Встали посреди комнаты, поворачивайтесь на все стороны света, 4 раза читайте. И называйте четко вашу мечту, ваше желание, что вы хотите приобрести, купить. Это материальное благо должно быть. И называйте потом сумму. Сейчас я прочитаю, поймете, в каком месте что называть нужно. И за короткое время, смотря какая у вас мечта. Если у вас мебель, значит, вы накопите, может, за месяц, полтора, два. Если вы хотите машину, может быть, за полгода накопите, понимаете? Но оно придет, и вы это приобретете. Может быть, кому-то шуба нужна, кто-то хочет золотое кольцо купить. У всех свое желание. Но этот ритуал, он направлен на материальное благо. Имейте в виду. Ну или, может, поездка. Это тоже материальное благо. Собственно, там тоже деньги нужны. Пойду я из дверей к воротам, из ворот во чисто поле. Посреди поля дуб растет. Под тем вековым дубом 4 мага сидят. Людские просьбы исполняют. Подойду к ним близко, поклонюсь им низко. Каждый из вас всемогущий маг. Как вы скажете, все будет так. Прошу вас и заклинаю, исполните мое желание. Назовите четко желание. Первый маг поможет мне, сумму назовите, отыскать. Второй маг поможет мне их получить. Третий маг желание мое исполнит. Четвертый маг тем 3 подсобит. Чтобы сказанное исполнилось вскоре. 4 мага силы объединили, мою просьбу благословили, привели в движение силу магии, и желание мое исполнилось. Свершилось, заклято. В этом заговоре нужно уже говорить в настоящее время. Исполнилось уже. То есть вы тем самым показываете, что оно уже услышано, исполняется, усиливаете. Но не во всех заговорах это можно. В определенных там объяснять долго. Там ключи, там слова, которые составляют, усиливают этот заговор и так далее. Они должны быть соответствующие, чтобы читать в настоящем времени. Итак, еще раз. Я даже не знаю вот сейчас, что для себя сказать, чтобы вы поняли, например. Ой, хорошо. Давайте машину назову еще одну. Пойду я из дверей к воротам, из ворот во чисто поле. Посреди поля дуб растет. Под тем вековым дубом 4 мага сидят. Людские просьбы исполняют. Подойду к ним близко, поклонюсь им низко. Каждый из вас всемогущий маг. Как вы скажете, все будет так. Прошу вас и заклинаю, исполните мое желание. Например, хочу купить джип Lexus.
Первый маг поможет мне 5 миллионов отыскать. Второй маг поможет мне их получить. Третий маг желание мое исполнит. Четвертый маг тем троим подсобит, чтобы сказанное исполнилось вскоре. 4 мага силы объединили, мою просьбу благословили. Привели в движение силу магии, и желание мое исполнилось, свершилось, заклято. Теперь есть один нюанс. Очень может быть, что после этого заговора, например, вам это подарят. Ну, не обязательно такой дорогой подарок. Ну, вот подарят вот эту мебель, предположим. Человек скажет, я решил тебе вот подарить. Ты хочешь, и я хочу тебе сделать такой подарок. Думала, все равно на день рождения тебе хочу подарить. Вот заранее подарю тебе мебель. Но то, что вы попросили, эти деньги, в любом случае накопятся. Кто-то скажет, а вдруг деньги и накопятся, а я передумаю. Ничего страшного, купите что-то другое. Вы же изначально это хотели, а дальше уже ваше дело. Вы хотите столько денег для этой мечты, да, исполнения. Вы передумали с этой мечтой, поменяли мечту, неважно, эти деньги у вас. Исполните другую мечту. Вот, собственно говоря. Удачи вам. Я больше читать не буду. Вам нужно читать 4 раза. Каким образом, я вам объяснила. Здесь откуп не нужен, здесь откуп ваша радость и восторг, когда у вас все получится. Вы знаете, что вы силы питаете этими энергиями восторга. Всем удачи!